Небольшой аквариум – это первый шаг, это отличный первый шаг в хобби морских аквариумов. Лично я люблю небольшие, простые, бюджетные морские аквариумы. Они доступны и их могут позволить больше людей, чем морские аквариумы на максималках. Жители таких аквариумов всегда ближе к нам, так как аквариум меньше, все рыбки, кораллы ближе к стеклу и за ними удобнее наблюдать. Так как в данный момент я счастливый обладатель мини-рифа, я их фанат и буду их всячески нахваливать и продвигать в массы. Аквариум на видео появился на балансе совсем недавно, несколько месяцев назад. Раньше я его наблюдал, но прямого участия в его жизни не принимал. Очень жалко, что я не поснимал видео, как он выглядел до. Аквариум Aquael, из оборудования только навесной фильтр Aquael, покровное стекло и светильник Maxspect. Все, больше оборудования нет. Даже автодолива здесь нет, он, так скажем, ручной, доливают воду вручную, но благо, что в аквариуме есть покровное стекло, и поэтому вода не так быстро испаряет. Ну и также много рыбок, которые любят прыгать, и поэтому без покровного стекла такой аквариум жить не будет. Если вам заходят такие маленькие бюджетные мини-рифы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В аквариуме нету СРК, нету живого камня, все кораллы растут на искусственной керамической декорации, которая уже так заросла, что ее и не видать. Моя история с этим аквариумом началась с того, что я его перевозил с одного места на другое. Перед переездом я срезал всю Ксению пульсирующую, чтобы вы понимали, был аквариум весь со всех 4 стенок, заросший от низу до верха Ксении пульсирующей. То есть не было видно ни рыбок, ни кораллов, ничего, кроме Ксении пульсирующей. За аквариумом ухаживали следующим образом. Доливали воду и кормили обильно рыбок артемией. При переезде первый шаг: я слил максимальное количество чистой воды, вытащил декорацию с кораллами, они все растут, получается, на одной декорации. Поймал рыбок, убрал весь песок и выкинул его в утиль, вымыл максимально, что мог, перевез на новое место, установил декорацию, вылил воду с рыбками, ну и получается треть аквариума была, нужно было долить свежей воды. Перед переездом я сделал тест воды, потому что нужно было сделать большую подмену, ну и понимать, какая вода. Удивительный факт: карбонатной жесткостью около 5, между 5 и 6. Фосфат был около 0,4, нитрата не было вообще. При этом Ксения пульсирующая чувствовала себя отлично, росла и захватывала все. Саркофитон был всегда закрыт. Какие-то родактисы чувствовали себя отлично. Рыбки, креветки жили вот так вот. Уже на новом месте, когда немножко скорректировал карбонатную жесткость и нитрат, саркофитон постепенно открылся, и аквариум заиграл новыми красками. Но так как этот аквариум простой и бюджетный, я делаю следующую процедуру. Один раз в неделю делаю подмену воды 15 литров, вытираю стекла, меряю карбонатную жесткость, нитрат, фосфат, и при необходимости добавляю, чего не хватает. Не хватает все время нитрата. Фосфат как был, так и остался высокий. Нитрат уходит, нитрат я добавляю. Рыбок в аквариуме по общепринятым мерам прямо слишком много. Но самое интересное в этом аквариуме — это 2 желтые рыбки. Кто про них что-то знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Этих рыбок в аквариуме было 3 штуки, но одну слишком били, ее пришлось выловить и отсадить. А вот эти 2, которые остались, живут практически в мире. Пишем комментарии, ставим лайки, и я сниму еще одно видео про этот аквариум.